Всем привет! На улице прекрасный летний погожий денек, и я начинаю новый проект. Это будет новый сравнительный эксперимент различных вариантов армирующих материалов. Давайте сразу говорим некоторые тезисы. Первое. Мы не будем получать никакие абсолютные значения. Все цифры, полученные в данном видео, они могут измениться, если вы будете использовать другую эпоксидную смолу или другой метод производства. То есть пользоваться ими можно разве что ориентировочно, и никакого серьезного прикладного значения у этих цифр нет. Второе. Все образцы будут произведены по одинаковой технологии с помощью одинаковой эпоксидной смолы с одинаковым температурным циклом. Третье. Я постараюсь привести все образцы к одинаковой толщине или хотя бы к одинаковой суммарной плотности материала, но так как материалы разные и плотности у них тоже разные, не факт, что это получится, но мы постараемся в конце свести какие-то приведенные значения. Ну и после вот этих всех вводных давайте начнем с конкретно материалами, с которыми мы будем работать. Первый карбон, который я буду использовать, это, наверное, самый популярный материал. Это карбон Twill 200 грамм на метр квадратный. И да, на самом деле многие не знают, но плотность армирующих материалов, она маркируется в граммах на метр квадратный. Это не физическая величина плотность, которая там в граммах на метр кубический, но это дает понимание о том, сколько весит квадратный метр этой ткани и насколько много в ней материала, какой она толщины. Я считаю, что образцы, сделанные из данного материала, можно считать контрольными, и все остальное сравнение будет идти с ними. Мы посмотрим, как изменение различных свойств материала, то есть использование более толстого карбона, другого армирующего материала, будет сказываться на прочности конечного изделия. И вместе с карбоном Twill'ом 200 грамм на метр квадратный я сразу же изготовлю образцы из стеклоткани и арамида такой же плотности и такого же плетения. Тестирование будет производиться на специальных лопатках, размеры которых определены в ГОСТ. Я буду ориентироваться на толщину 2,4 мм. Я выбрал эту толщину, так как плотность в 100 грамм на метр квадратный примерно проецируется в 0,1 мм толщины итогового изделия при вакуумной инфузии, а плотности используемых материалов это 80, 160, 200 и 600 грамм на метр квадратный. Ближайшая плотность, которая имеет все эти множители, это 2400, что примерно будет соответствовать 2,4 мм. Правда, я думаю, в зависимости от разных материалов толщина получится немного разная, потому что разные материалы даже при одной плотности прессуются немножко по-разному. Поэтому и соотношение связующего и армирующего материала будет немножко разное, поэтому заявлять о стопроцентной объективности этого теста тоже нельзя. Лопатки имеют размер примерно 175 на 15 мм, и я планирую сделать по 4 штучки каждого материала, то есть пластинки я сделаю с запасом 200 на 100 мм. Часть материалов на тест предоставил магазин Comfiber, с которым я уже не в первом видео сотрудничаю. Напоминаю, что по промокоду моего канала у вас есть скидка на все товары в этом магазине. Вот в таких упаковках мне прислали армирующий материал, мы с ними договаривались, что его можно складывать, потому что он будет не на лицевую сторону и внешний вид меня не волнует никаким образом. Итак, я подготовил материалы. Стеклоткань хоть и 200, но по ощущению тоньше, чем остальные материалы. Видимо, плотность материала выше и весит она больше, но она прозрачная. Кевлар очень плотный, но по ощущениям он еще и толще довольно-таки заметно и крайне плохо режется. Сейчас я уложу жертвенную ткань, проводящую сетку, пакую в вакуумный мешок и буду делать вакуумную инфузию. Я покажу процесс только на примере этих трех материалов, все остальные будут сделаны точно так же с помощью тех же материалов, по той же технологии, на том же стекле, с помощью той же смолы.
Вакуум практически сразу получился отлично. Я оставлю его для тестирования, а сам в это время пока рассчитаю необходимое количество смолы и все подготовлю. Инфузия прошла. В таком виде оставляю ее сушиться на сутки. Потом будет термообработка согласно инструкции к смоле. Прошло 24 часа. Смола в трубке ломается, значит можно открывать вакуумный мешок. Образцы кевлара и стеклоткани получились идеально. На поверхности карбоновой детали почему-то есть небольшой непролив. 3 образца есть, можно приступать к следующей партии. Ее я подробно снимать не буду, покажу только сами материалы и уже финальный результат. Первый материал — это площеное волокно, плетение Plain, очень большая шашка и плотность 80 грамм на квадратный метр. Далее идет 600-й твил. Отличный материал, с ним довольно-таки удобно работать, он держит рисунок, и на то, чтобы набрать 2400 грамм плотности, понадобилось всего 4 слоя. Третий материал — это также площеное волокно плотностью 80 грамм на метр квадратный, но однонаправленное. Если первая партия материалов имела одинаковое плетение и примерно одинаковую плотность, то эта партия, она как раз про различное плетение и различную плотность. Ну, теперь можно повторить стандартный инфузионный процесс. Итак, вторая партия материалов готова, но явно видно, что с поверхностью площенных образцов есть проблемы. И дело тут не в том, что я допустил какие-то ошибки в процессе инфузии. Как видно, на пластинке, сделанной из 600-го карбона, которая делалась третьей вместе с этими, поверхность у нее идеальная, проблем вообще совершенно нет. Но оказалось, что работа с площенными материалами, она несколько сложнее. И для их производства требуется адаптировать технологию вакуумной инфузии. Классический вариант, когда материал укладывается непосредственно в матрицу, ну в данном случае на стекло, не подходит, так как под действием вакуума слои и волокна данного материала очень сильно уплотняются и не пропускают через себя эпоксидную смолу. Скорее всего, будет отдельное видео о том, как работать с площенными материалами. Более того, оно, скорее всего, уже даже вышло. Но все равно в рамках нашего эксперимента целесообразно вот пластины переделать, чтобы условия были равными. Итак, магия YouTube, не получившиеся пластинки из второй партии уже переделаны и готовы. Приступаем к третьей партии. Во-первых, я переделаю пластину из 200-го карбона. Негоже, что контрольный образец будет иметь хоть какие-то недостатки. Я решил, что правильно будет сделать его идеально. Вторым и последним материалом, который я буду использовать, будет базальт. Базальтовое волокно — это не самый популярный материал в сфере производства композитов, более методом вакуумной инфузии. Оно не особо подходит для декоративных целей. Деталь получается просто такого темно-коричневого, почти черного цвета. Но интересный факт. Есть одна деталь, которую я делал много раз, раз, наверное, 15. В сумме это спортивный инвентарь, на который приходятся очень большие ударные нагрузки. И мы пробовали различные варианты: карбон, кевлар, стеклоткань, базальт и различные комбинации этих материалов. И остановились мы именно на базальте, потому что он показал результаты на уровне карбон-кевлара и там, в принципе, стеклоткани при меньшем весе, но при этом по стоимости он в 30 раз дешевле, чем кевлар, или около того. Сейчас он стоит 135 рублей за квадратный метр, я посмотрел. И при этом с ним удобно работать из-за своего
хорошего плетения, как мне кажется, он легко укладывается даже в сложные матрицы, его легко резать, как в форме тряпки, так и в форме готового изделия. Так что, если вам нужно хорошее крепкое композитное изделие, рассмотрите как один из вариантов. Отличный материал. И карбон и базальт подготовлены. Оба материала имеют плотность 200 грамм на метр квадратный, хоть базальт почему-то и кажется потоньше. Поэтому оба материала нарезаны по 12 слоев, и как вы видите, базальт в непромоченной форме имеет довольно-таки приятный такой золотистый бронзовый цвет. Но, к сожалению, он превратится в темно-коричневый, почти черный, когда пропитается. Итак, все образцы готовы. Давайте еще раз обсудим, что же мы сделали. Первый образец. Карбон плотностью 200 грамм на метр квадратный, плетение твил. Для наглядности промаркирован белым цветом. Здесь 12 слоев материала. Пластина очень жесткая, в двух направлениях, но немного поддается на скручивание. Сам материал выглядит примерно вот так. Довольно-таки тонкий. Плетение, как я уже сказал, твил. Волокна идут в двух направлениях, но пересекаются так, что образовывают рисунок под 45 градусов. Второй материал. Карбон твил. Плотностью 600 грамм на метр квадратный. 4 слоя. Для наглядности промаркирован красным цветом. Пластина аналогична. Очень жесткая в двух направлениях, но немножко скручивается. Материал выглядит вот так вот. То же самое плетение, но при радикально более высокой толщине волокон. Следующий материал – стеклоткань плотностью 200 грамм на метр квадратный. 12 слоев. Плетение очень мелкое, по-моему, тоже твил. Пластина заметно гнется во всех направлениях. Притом имеет такой же вес, как карбон. Не помню точно, та ли это стеклоткань, из которой я делал, но выглядит материал вот так. По ощущениям тонкий и прозрачный, хотя по весу такой же. Следующий образец – кевлар. Плотность 200 грамм на метр квадратный. Здесь 12 слоев. Пластина также очень жесткая в двух направлениях, также скручивается. По ощущениям не такая жесткая, как карбон, но гораздо жестче, чем стеклоткань. Выглядит материал вот так. Похож на 200-й карбон. Следующий образец. Площеное стекловолокно однонаправленное. Все волокна идут в этом направлении. На сгиб поперек волокон гнется хорошо, вдоль волокон не гнется совсем. Плотность материала 80 грамм на метр квадратный. Здесь 30 слоев. Выглядит материал вот так. Крайне тонкий. Довольно-таки хрупкий, хоть и проклеен. Все волокна в одном направлении. Следующий материал – площеный плейн 80 грамм на метр квадратный. 30 слоев. Пластина очень жесткая во всех направлениях. Также немного скручивается. Чуть-чуть не пролился один участок. Материал выглядит вот так. Он крайне хрупкий, крайне тонкий, пришел наклеенным на пленку. Последний материал – базальт. Плотность 200 грамм на метр квадратный, 12 слоев. По ощущениям примерно как стеклоткань. По жесткости довольно-таки ударопрочный. Теперь остается нарезать лопатки по ГОСТу и уже проводить тестирование.
Итак, образцы готовы, они обрезаны на гидрорезе, отобраны по 3 лучшие пластинки для теста на разрыв. И давайте поподробнее посмотрим на качество получившихся деталей. Первый образец. Карбон 12 слоев 200. Абсолютно однородная структура, никаких сухих мест, все хорошо. На это можно сказать почти про все образцы. Вот стеклопластик 12 по 200, видно, что он намного тоньше, но при этом по весу он такой же примерно. Базальт. У кевлара очень интересный спил, похоже на какой-то картон. Но это, наверное, лучшее, что я видел от арамидов в плане резки. Даже гидрорез оставляет вот такой след. Но опять же, пластины все абсолютно однородные. Далее карбон 600, 4 слоя. И видно, насколько крупнее рисунок на срезе. Тоже абсолютно однородная поверхность. Вот здесь немножко проблемы, но они связаны с тем, что эти пластины резали первыми и не был настроен гидрорез, это просто край. Сам материал отличный. Шестой образец. Площеный карбон. 30 слоев 80. И вот это единственный образец, к которому есть вопросы. Если присмотреться, видно небольшие проплешинки, сухие. Также вот здесь. Они только на одной пластинке, но это может немножко испортить результаты данного материала. Это тот, который я не стал переделывать после второй попытки. Ну и самый многострадальный площеный карбон однонаправленный. Абсолютно однородные пластинки. Было потрачено довольно-таки много усилий на то, чтобы эти пластинки сделать, и все это для того, чтобы их порвать. Теперь перемещаемся в лабораторию, где проходит тестирование. Все тестирование проводится на заводском поверенном оборудовании. Использовать мы будем точные весы и разрывную машину. При тестировании мы будем считать, что в образцах не будет никаких упругих деформаций, поэтому считать мы будем только усилие на разрыв. После того, как мы узнаем усилие на разрыв каждого образца, зная ширину образца и толщину, мы можем узнать площадь сечения по разрыву и с помощью этого высчитать предел прочности. Все полученные метрики будут на видео каждого из образцов. Ну и наконец переходим к испытаниям. Образцы мы испытывали в порядке ожидаемого увеличения прочности, и поэтому начали со стеклоткани. Она показала довольно-таки приличный результат, при том, что это самый легкий и самый тонкий образец. Также разрыв произошел характерным образом, торчат волокна стекловолокна, собственно тут никаких удивлений. Вот так выглядят итоговые образцы после разрыва. Далее мы испытывали базальт. Он оказался чуть тяжелее и чуть толще, чем стеклоткань, но при этом показал совсем немного меньшее усилие на разрыв. Тоже очень достойные результаты, при том, что материал довольно-таки приятный в работе. Считаю, это отличный выбор для композитных изделий, при условии, что это крайне дешевый материал. Вот так выглядят итоговые образцы после разрыва. Далее мы перешли к карбону. Первым взяли тот образец, который я считал контрольным, это 12 по 200. По сравнению со стеклотканью, хоть общая плотность материала и была такой же, образцы получились потяжелее, но и усилие на разрыв было радикально больше. И также видна довольно-таки характерная картина разрушения, то есть ровные четкие края, даже никакие волокна не торчат. Вот так выглядят образцы после разрыва. Далее мы перешли к карбону 4 по 600. Тут картина изменилась. Эти образцы имеют
заметно меньшую массу, чем карбон 12 по 200. По массе они примерно такие же, как базальт. На усиленный разрыв они показали даже больше, чем карбон 12 по 200. И стоимость производства такой детали, оно тоже гораздо ниже, потому что гораздо выгоднее покупать карбон более толстый. И также у них была довольно-таки интересная картина разрушения по сравнению с 12 по 200, где ломалось все очень чисто. Тут карбон звенел, расслаивались слои, разлетался материал. То есть это был самый красочный образец за сегодняшний день. Далее мы перешли к арамиду, и материал также себя прекрасно показал. По массе этот материал оказался между двумя вариантами карбона, которые были до него, и по толщине он почти как карбон 12 по 200, но при этом усилие он показал даже больше. Также показал довольно-таки предсказуемо для кевлара картину разрыва. То есть он даже после того, как материал порвался, остался целым и какую-никакую нагрузку, но все-таки держал. Это характерно для арамида, и это одна из причин выбирать данный материал, если вам эти свойства нужны. Вот так выглядят образцы после разрыва. Они, наверное, самые целые из всех. Следующим был площеный карбон Plain. И этот образец все-таки оказался испорченным, потому что одна из пластинок явно не пропитана, и там видно волокна. Но при этом значение усилия на разрыв у всех трех образцов оно не так уж и радикально различается. Это говорит о том, что все-таки армирующий материал берет на себя огромную часть нагрузки. Те же образцы, которые нормально пропитались, они сломались примерно как карбон 12 по 200. И в плане внешнего вида, и в плане усилия. Но при этом они и полегче, и потоньше. Что тоже плюс в каких-то областях, где супер критично получить необходимую нагрузку при минимально допустимой массе. Ну и последний образец — это 30 слоев площенного однонаправленного карбона. И данный образец мы не смогли порвать. Ожидаемо он показал результаты гораздо больше, чем все остальные, но при этом при первой попытке порвать расслоились места, которые были рядом с креплениями. Возможно, это произошло потому, что все волокна направлены в одном направлении, и связи между ними против линии растяжения было очень мало, и поэтому просто отрывались концы и выезжала серединка, так как они по сути между собой были связаны только смолой. После этого два образца были немного подточены на наждаке и оторваны в прямом варианте. Они зажимались на гораздо большую глубину, чем остальные, и затягивались гораздо сильнее, но все равно мы не смогли их порвать, потому что, видимо, поверхность материала довольно-таки мягкая, при том, что сам материал крайне прочный. Но в целом уже был слышен небольшой треск, так что нагрузка была близка к критичной. Те значения, которые показал этот материал, они, говорят сами за себя. Ну, собственно, вот что получилось. Абсолютно целые образцы, за исключением оторванных ушек в местах под зажимами. Ну и теперь давайте перейдем к итоговым результатам. Я составил сводную таблицу по всем образцам. Для последнего образца однонаправленного карбона будет два варианта. Первоначальный вариант и с подрезанными пластинками. Результаты вы видите на своем экране. Все эти таблицы, все результаты я загоню в какой-нибудь файлик и оставлю ссылочкой под видео. Вы сможете открыть его и проанализировать, если вам будет интересно. Давайте немного поанализируем полученные результаты. В первую очередь обратим внимание на массу и толщину. Вот так выглядит диаграмма масс всех образцов. Приведены средние значения массы. А вот так выглядит диаграмма толщины всех образцов. Как видим, разница по толщине гораздо больше, чем разница по массе. Это наводит на мысль о том, что у образцов получилась разная плотность. Зная площадь и толщину каждой лопатки, а также их массу, мы можем примерно вычислить плотность всех получившихся изделий. И вот так выглядит диаграмма плотности. По ней мы четко видим, что базальт и стеклоткань имеют большую плотность, поэтому массы отличаются меньше, чем толщина.
Теперь обратим внимание на диаграмму усилий разрыва. Мы видим, что усилия отличаются практически в 2 раза. Но зная, что образцы получились также почти в 1,5 раза разные по толщине, мы можем перейти к пределам прочности. Если мы посмотрим на диаграмму пределов прочности, получившаяся кривая сильно сглаживается. Получается, что стеклоткань и базальт по уровню получились примерно как самые неудачные из карбонов. Но зная разницу в плотности, можно понять, что данный образец будет также тяжелее пропорционально плотности. То есть даже при том, что одинаковые изделия одинаковой толщины будут держать одинаковую нагрузку, карбоновая деталь будет легче. Далее обсудим конкретные выводы по сравнению материалов. Во-первых, выбор материала все-таки важен. Не думаю, что кто-то в этом сомневался, но теперь мы видим это наглядно. Но разница между карбоном, который стоит довольно-таки серьезных денег, и стеклотканью и базальтом, она не радикальная. И далеко не все композитные изделия требуют какого-то декоративного внешнего вида или супер легкости и супер тонкости. Поэтому при соблюдении правильного процесса производства, такого же как для карбоновых изделий, можно добиваться прекрасных результатов и с более дешевыми тканями. Хотя и стоимость производства не будет так радикально ниже, как кажется по стоимости тканей, потому что при производстве деталей инфузии все-таки там еще дорогая смола и много вспомогательных материалов, а также уходит много времени. Но все-таки можно значительно сократить издержки. Вывод второй. Для одинакового материала, одинакового плетения, количество слоев имеет значение. Как мы видим на примере карбона 12 по 200 и 4 по 600, карбон 4 по 600 получился тоньше, легче и при этом держал большую нагрузку. И при этом еще и детали из него сделать проще, быстрее и дешевле. Но стоит учесть немного другую картину разрушения. Вывод третий. Направление волокон имеет решающее значение. Как показал образец однонаправленного карбона, то, что вся масса материала и все волокна несли нагрузку, крайне радикально сказалось на общей прочности детали. Что использовать подобные материалы для придания прочности в определенных направлениях – это очень здравая идея. И вывод последний, наверное, главный для меня. Из любого материала можно делать хорошие, прочные, легкие композитные изделия при условии соблюдения правильного процесса производства. Если вы только осваиваете инфузию или если вам не нужны супер тонкость и легкость и внешний вид, то используйте более простые материалы. Ну а на этом тест заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Пока.